доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал обзоров крючком. Я сегодня к вам не с узорчиком крючком, я сегодня к вам вот с такой интересной идеей, она тоже связана крючком. Это подставочка под кружечку, под блюдечко, под тарелочку. А если вы свяжете из более плотного материала наподобие полиэфирного полипропиленового шнура, то это может быть даже и коврик. Смотрите, диаметр вы определяете сами. Так? Может быть маленький диаметр, может быть средний диаметр. Вот, смотрите, красота какая. Может быть диаметр чуть побольше. Все зависит от того, сколько вы вначале наберете рядов в данном круге. А далее вот эти вот лепесточки, цветочки, да, вне зависимости от диаметра вяжутся всегда одинаково. Я в сегодняшнем видео покажу вам пошагово, как можно будет связать данную подставочку, а также научу, как правильно сделать ровный круг, так, чтобы у вас не было вот таких вот полосочек видно от прибавочек. Материал вы можете использовать любой, какой захотите. Могут быть остаточки ниточек, это могут быть отдельные моточки. Я сегодня покажу вам из вот таких вот ниточек. Называются они Yarn Art Super Perle. Это 100% акрил. И ниточки, смотрите, в 100 граммах 400 метров. Вы берете любые нитки, да, то есть не принципиально, какие я показываю. И я буду вязать крючком номер 3. Я почему показываю крючок? Для того, чтобы соответствовала толщина нитки, да, толщине крючка. То есть вы подбираете под свою пряжу точно так же. Берете свой крючок, какой необходим для вашей пряжи. Вот у меня троечка. Итак, показываю шаг за шагом. Повторяйте, у вас обязательно все получится. Поехали. Итак, начинаем с кольца амигуруми. Наматываем на палец ниточку. Затем ныряем, получается, крючком в петельку. Вытягиваем вот так вот ниточку. Так, и сразу же провязываем воздушную петельку. Оп. Аккуратненько, получается, освободили палец. Вот наше колечко. Теперь мы будем работать с этим колечком. Сделали еще 2 воздушные петельки. Раз, два. И теперь вот ныряем в наше колечко, провязываем столбики с накидом. Вместе с 3 петельками подъема, которые мы вот провязали 3 петельки, затем столбик, все вместе должно получиться 14 столбиков. Угу. Далее 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик, 6, 7, 8, 9, 10, все в колечко, 11, 12, 13 и 14. Есть. Вот наши 14 столбиков. Теперь смотрите, что мы делаем. Берем вот так вот за кончик ниточку. Так, вот за кончик беремся. И аккуратненько подтягиваем. И получается петелька затягивается. Оп, видите? Вот такое вот волшебство. Далее что мы делаем? Мы присоединяемся. Вот наши были первые 3 петельки. Да, нам нужно завершить ряд. К 3 петельке присоединяемся. И просто делаем соединительную петельку. Ниточку взяли и тут же ее провязали через петельку на крючке. Оп, все. Замкнули наше, получается, колечко. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. И точно так же сюда же ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. То есть 2 столбика, получается, в одну верхушку. Далее накид. Вот, смотрим на верхушки столбика. Смотрим по косичкам, да? Вот они косички, их четко видно. Вот мы ныряем, получается, в верхушку следующего столбика. И провязываем точно так же за верхушку 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Понятно? Следующий столбик опять точно так же. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. И так далее. В каждый столбик вы идете по кругу и провязываете по 2 столбика. Понятно? То есть в каждом столбике по 2 столбика. По итогу, по завершению данного круга у вас должно получиться 28 столбиков с накидом. Понятно, да? То есть 14 умножаем на 2, здесь должно получиться 28. Вот такие вот получается, видите, по 2 столбика за одну верхушку. Все, давайте до конца ряда, да, пересчитайте, чтобы у вас получилось 28. Здесь я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали полностью наше колечко, да, и теперь должны точно так же соединить начало ряда с концом ряда. Берем за 3 петельку подъема, ныряем, вытягиваем ниточку и сразу же провязываем с петелькой на крючке. Все четко, ровно, аккуратно. Что мы делаем дальше? Опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. И смотрите,
Ныряем опять сюда же и провязываем столбик с накидом. То есть здесь опять у нас за верхушечку будет 2 столбика. А дальше смотрите, следующий столбик мы провязываем одним столбиком с накидом. Следующий столбик 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Следующий столбик провязываем одним столбиком с накидом, то есть в шахматном порядке. То есть если вы в предыдущем ряду провязывали в каждом столбике по 2, 2, 2, 2, 2, 2, то здесь будете 2, 1, 2, 1, 2, 1. Поняли, да? Вот. И так далее. Если вы провязали, получается, в предыдущем один столбик, значит, в следующем будете 2. 2 за одну верхушечку. И так далее до конца ряда. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Понятно? Все, давайте до конца ряда. Несложно. А в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот провязала я до конца ряда, да, посчитала. Получается у меня 14 в начале столбика было, потом 28, в следующем ряду получается 42, то есть каждый раз больше на 14 столбиков. Так? И смотрите, опять присоединяюсь к третьей петельке подъема аккуратненько и вытягиваю ниточку и провязываю. Оп, все, мой кругляшок готов. Данный кругляшочек, да, на нем я остановлюсь. Вы можете продолжать дальше, вы можете делать больше диаметр. То есть каким образом? Общий принцип, так скажем, вязания. Смотрите. Если вы в первом ряду, да, набираете точно так же, как и я, 14 столбиков с накидом, видно, да? Вот. То смотрите, конечно, ориентируйтесь на свои ниточки. Возможно, ниточки у вас будут плотнее, толще и так далее. Сейчас расскажу просто сам принцип. Смотрите. Второй ряд, получается, мы делали по 2 столбика с накидом. То есть 2, 2, 2, 2. Итого у нас получилось 28 столбиков с накидом. Далее, в третьем ряду мы с вами делали как? 2 столбика с накидом, 1. 2 столбика с накидом, 1. И так далее. И у нас с вами формируется 42 уже столбика с накидом. Если вы продолжаете дальше, да, то есть у вас будет диаметр больше, то есть четвертый ряд, правило здесь, получается, будет какое срабатывать? Вы должны будете провязывать 2, 1, 1. Поняли? 2, 1, 1. Угу. И так далее. Получается, у вас будет уже 56 столбиков с накидом. Если вам необходимо еще увеличить размер, дальше вы будете провязывать 2, 1, 1, 1. Поняли, да? То есть здесь один столбик, здесь уже 2 раза по одному столбику, здесь уже 3 раза по одному столбику, 2 так и остаются, видите? Вот, то есть вы, получается, количество по одному столбику будете увеличивать. И так далее, 1, 1, 1. И у вас здесь уже получается плюс 14, здесь будет уже 70 столбиков с накидом. Шестой ряд, 2, тут смотрите, да, поняли? 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Поняли, да? 84 уже будет столбика с накидом. И так далее. То есть каждый ряд плюс 14 столбиков. Но, единственное, какое но. Если вы хотите, чтобы у вас кругляшок был ровненький, да, ровненький, чтобы не было вот таких вот, как вот видели, да, вот такие вот получаются как бы полосочки, да, чтобы у вас не было вот именно этих переходов, то получается, вы должны будете провязывать не друг за дружкой, да, вот таким вот образом, а в шахматном порядке. То есть, например, вы здесь начинаете 2, 1, 2, 1. Следующий ряд начните вот именно как бы с единичек, да, 1, 1, 2, 1, 1. Следующий ряд опять начните 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Следующий ряд начните с единичек 1, 1, 1, 2. К чему? Потому что вот эти вот ваши прибавочки, они будут здесь как бы смешиваться, и они не будут друг за дружкой идти. И вот такая вот картина у вас не получится. Вот так вот расходятся, как лепесточки, да? У вас будет просто кругляшочек, и в нем в разных местах будут прибавочки, и не будет заметно. Понятно? Ну, надеюсь, как бы доступно, понятно объяснила. Идем дальше. Итак, смотрите, здесь получается, у меня получился кругляшок из 3 рядов. Раз, два, три, да? Здесь у меня кругляшок, смотрите, из 4 рядов. Раз, два, три, 4. А здесь у меня уже кругляшок из 5 рядов. Раз, два, три, 4, 5. Не переживайте, не тушуйтесь. Диаметр кругляшочка ну никак не влияет на дальнейший узорчик, на дальнейшие лепесточки. Понятно? То есть вяжите, как вам будет комфортнее, смотря какую вы хотите сделать подставочку. Идем далее. Смотрите. Далее я буду присоединять новую ниточку. Вы можете продолжать этой же, вы можете присоединять любую другую, да, я буду присоединять розовую. Ну вот мастер захотел так, да. Итак, смотрите, когда я провязала
последний получается столбик, я могу что сделать? Во-первых, я могу сделать просто так вот петельку, да, и отрезать ее, и присоединять в любом другом месте розовую ниточку, да. Либо я могу ввязывать, ну, как бы это на ваше усмотрение. Я, например, удалю, да, ниточку свою. Смотрите, как мы здесь зафиксируем, покажу. Может быть, новички не знают. Мы беремся сзади за изнаночку, да, за любую петельку нашего столбика, как нам удобно, как нам комфортно. И дополнительно вначале мы зафиксируем нашу петельку. Каким образом? То есть вот сделали петельку, и в эту петельку, получается, мы с вами протянем ниточку, и как бы она у нас дополнительно зафиксируется. Есть. Все, потянули. Все, она уже не распустится. А далее, вот по ходу наших столбиков, мы можем уже спокойненько за петельку любую, да, браться, потому что одного цвета нам как бы не страшно. Петелька, петелька, петелька. И смотрите, вот так вот беремся за ниточку и протягиваем через наши петельки на изнаночке аккуратненько. Все, красота. Все, что нам мешает, да, мы вот так вот аккуратненько просто отрезаем. Большую ниточку я потом уберу. Все, а теперь можем нашу розовую ниточку в моем случае присоединять в любом месте. Нам вообще не принципиально. Итак, например, вот я выбираю любой столбик. Так, вытягиваю ниточку. У нас прям сегодня видео будет сплошных лайфхаков. И теперь я должна буду сделать, здесь получается 7 воздушных петелек. При этом я буду вот этот вот свой кончик прятать. Смотрите, я его перевожу слева направо, вот так вот, перед рабочей ниточкой. И провязываю воздушную петельку. Раз, справа налево, то есть я прячу кончик. 2, слева направо. 3, далее справа налево. 4, слева направо 5, да, опять справа налево 6, уже намертво, настолько уже будет спрятана ниточка, и слева направо опять 7, ой, 6, 7, сейчас посчитаю вам. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последняя 7. Все. Ниточка у нас уже запрятана, она уже четко зафиксирована. И вот этот вот кончик мы можем с чистой совестью уже отрезать. Он у нас уже никуда не денется. Итак, что мы делаем дальше? Смотрите. Мы пропускаем следующие 2 столбика. 1, 2. И в третий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять 2 столбика пропускаем, в третий провязываем столбик с накидом. То есть вот эти вот самые первоначальные наши 7 воздушных петелек, это 3 петельки подъема и 4 петельки воздушные по узорчику. Поняли, да? Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять пропускаем 2 столбика и в третий столбик провязываем столбик с накидом. И так далее мы шагаем до конца ряда. Понятно? Все, вот такие вот арочки вы делаете до конца ряда. 4 воздушные петельки, столбик с накидом через 2 столбика. И шли, до конца ряда дошли. Здесь я вас встречаю. Угу, давайте. Так, смотрите, вот такая вот у нас первоначальная красота получается. Дошли мы до конца ряда и присоединяемся. Вот, сделала опять 4 воздушные петельки, присоединяемся к самому первому столбику, это 3 петельки подъема, да? Аккуратненько присоединяемся и провязываем соединительную петельку. Ниточку захватили раз, и тут же ее провязали через петельку на крючке. Оп, вот такое вот солнышко у нас получилось. Что мы делаем дальше? Будьте внимательны, смотрите. Далее мы с вами делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И наше солнышко разворачиваем обязательно. Оп. Так. И как бы шагаем, ну, назад, да, получается. Мы перевернули, получается, как бы вперед. Вот. Сюда шагаем к этому столбику. Раз. И провязываем столбик с накидом. Оп. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Будьте внимательны. Опять перевернули. Видите, изнаночка, да? Вот ниточка торчит. Опять перевернули на лицевую сторону. Есть. И теперь вот в эту арочку, которую мы только что сделали, будем в нее провязывать столбики. 10 столбиков с накидом. Смотрите. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Вот, смотрите, что у нас получилось. Если скорость большая, нажимаете на паузу, либо в правом нижнем углу, там, где у вас шестеренка настройки, ставите скорость, да, какая вам удобна, уменьшаете скорость. Я говорю чуть ниже, но зато вам понятно. Угу. Итак, вот мы провязали в нашу вот эту вот арочку, провязали 10 столбиков. С первоначальными 3 петельками подъема это всего получается 11. Далее смотрите внимательно. Вот арочка, опускаем взгляд, вот наш столбик, вот этот столбик. Сейчас будем работать с ним. Берем аккуратненько, и этот столбик у нас выступает в роли арочки. Ныряем под этот столбик и провязываем еще 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. То есть по итогу у нас вот такая вот длинная дорожка получилась из столбиков с накидом. Далее возвращаем в исходное положение наш кругляшок. Так, смотрим. Вот наша следующая ножка. Видите? Вот следующая ножка. И мы к этой ножке присоединяемся с соединительной петелькой. Нырнули, вытянули ниточку и тут же ее провязали через петельку на крючке. Угу, пока все понятно, думаю. Далее что мы делаем? Опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вспоминаем. Делаем поворот на изнаночку. Нам необходимо сделать арочку, в которой мы будем провязывать столбики. А теперь смотрите, как ориентир получается. Вот наши 10 столбиков, которые мы провязали. И потом 5 столбиков мы провязали. Вот граница между столбиками, верно? И на этой границе получается вот верхушка столбика. Вот этот столбик, на котором провязывали последние 5 столбиков. Не запутайтесь. Столбики, столбики. Вот мы, получается, ныряем вот в эту верхушку на границе этих столбиков 10 и 5. Вытягиваем ниточку и провязываем, получается, столбик без накида. 2 петельки вместе. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять повернулись на лицевую сторону. Угу. Вот наша арочка. Вот. Поняли? Мы только что ее сделали. Мы будем провязывать те же самые 10 опять столбиков. Итак, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поняли, да? Вот наши 10 столбиков. Опускаемся вниз, вот к нашей ножке. Вот она ножка. Беремся за эту ножечку. Она у нас будет выступать в роли арочки. Вот она ножка. И провязываем в эту арочку еще 5 столбиков. С накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Все, возвращаем наше солнышко, да, обратно. Вот. Следующая ножка, видите, у нас идет. Вот следующая ножка. Мы присоединяемся к верхушке этой ножки и делаем соединительную петельку. Оп. Понятно? Вот у вас один лепесточек, вот у вас второй лепесточек формируется. Идем далее. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поняли, да? Разворачиваемся опять. Оп, развернулись. Смотрим наш ориентир. Как бы мы немножко назад возвращаемся. Там, где наши 10 столбиков были и 5 столбиков. Вот, видите? Получается, мы опять беремся на границе. Вот за верхушечку. Угу. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Все, присоединились. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся обратно. Оп. Вот, мы сделали арочку только что. И опять в эту арочку мы ныряем, провязываем 10 столбиков, за ножку 5 столбиков. Присоединились к следующей ножке. Опять сделали 5 воздушных петелек, да, присоединились сзади. И продолжаем, переворачиваем наше вязание. Опять 10 столбиков, 5 столбиков. К следующей ножке присоединились. Понятно? Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Вы должны вот провязывать вот таким вот образом лепесточки. Вяжете, 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 вяжете. И они у вас так вот будут формироваться, как вот оранжевые. Формируются, 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 формируются. Понятно? Давайте аккуратненько, последовательно у вас получится. Давайте. Встречаемся, получается, когда провяжем весь ряд. Здесь я покажу, как будем соединять.
Так, смотрите, практически до конца провязала ряд. Хочу показать вам, как мы заканчиваем. Вот мы сделали наш лепесточек, да, практически последний, но мы должны присоединиться к следующему, получается, столбику. Мы опять же к нему присоединяемся соединительной петелькой, есть, и опять делаем еще один лепесточек. Смотрите, опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Поворот. Присоединяемся вот на границе, получается, наших столбиков, там, где у нас был 10 столбиков и 5 столбиков. Провязываем столбик без накида, 3 воздушные петельки, раз, два, три, и опять возвращаемся на лицевую сторону. Вот наша арочка, в нее провязываем 10 столбиков с накидом. Вы уже знаете, вы уже весь круг провязали, да? 2, сюда же 3, сюда же 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, смотрите, и опять наша ножка, мы опускаемся к этой ножке, понятно? То есть все по порядочку, продолжаем, как и делали. И вот эту ножку окружаем и провязываем вокруг нее 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Вот, наша красота практически готова. И вот этот последний лепесточек мы должны присоединить, получается, вот к следующему столбику, да? А он же у нас уже провязанный. Поэтому смотрите, что мы делаем. Вот, вот наша граница между 10 столбиками и 5 столбиками. Я беру просто петельку, подтягиваю и вот так вот забираю с собой на изнанку. Понятно? Забираю с собой на изнанку, вот так вот хорошенечко подтяну, так, потому что я здесь буду ее закреплять. Мне нужна ниточка подлиннее. И отрезаю. Все, розовую я убираю. Одну ниточку оставляю. Теперь я буду здесь ее фиксировать. Как я могу фиксировать? Вот, я могу присоединить к любой петельке. Изнанка, не видно. Один и тот же цвет. Я присоединяюсь к любой петельке. Протягиваю ниточку, но протягиваю не до конца. Я хочу сделать как бы петельку, ее в нее ввести ниточку. Видите, вот так вот раз. И зафиксировала. Как по мне, одного раза будет уже достаточно. Вы можете зафиксировать, сколько вам необходимо. Так? А потом мы берем и просто ее прячем. Вот наши столбики, которые были провязаны 5 штучек. Да? Мы берем нашу ниточку и запрячем. 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 Так вот аккуратненько раз. Все. И нам уже эта ниточка не нужна. Класс. То есть мы все наши ниточки, все наши кончики настолько попрятали, что кто захочет найти и не найдет. Вот наша изнаночка. Да? Я пока ниточку не убираю, чтобы у вас было представление, где изнанка, где лицевая. Вот наша лицевая сторона. Ну, красота. Что дальше идем, будем делать наши, так скажем, сердцевинки наших лепесточков. Итак, в моем случае пусть это будет белая ниточка, да, в вашем случае может быть совсем любая другая, какую вы захотите. И опять же мы присоединяемся вот к любому месту, которое нам понравится. Видите, как универсально. Итак, вот наши лепесточки. Смотрите, помните, мы сзади, получается, вот, у нас получается вот такая вот как бы арочка. Так? И мы, получается, должны работать будем с этими арочками. Вот именно с задней стороной наших лепесточков. Они есть позади каждого лепесточка, вот эти вот арочки. Итак, выбираем понравившуюся арочку. Вот так вот вводим ниточку. Делаем, получается, 2 воздушные петельки. И ниточка, которая у нас кончик остается, мы будем его держать вдоль нашей вот этой арочки розовой и ввязывать, да? Итак, смотрите, дальше что мы делаем? Полустолбик с накидом, то есть накид, вытянули ниточку и 3 петельки провязали вместе. Есть. Далее провязываем в эту же арочку, ниточку беленькую держим, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Угу. Далее заканчиваем, получается, наши столбики полустолбиком. Накид,
захватили ниточку и 3 петельки провязали вместе. Оп, понятно? И получившуюся петельку на крючке мы вот просто подтягиваем и отпускаем. Теперь, смотрите, мы направляемся к самому началу. То есть здесь мы делали 2 воздушные петельки. Так, вот ко второй воздушной петельке присоединяемся. Нырнули. Смотрите, и получается вот эту нашу петельку захватили тоже. И провязываем вот эту левую петельку через правую. Оп, аккуратненько потянули. Угу. Вот такая получилась у нас шишечка. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Перепрыгиваем в следующую арочку. Вот следующая арочка. И провязываем столбик без накида. 1 воздушная петелька. Далее полустолбик с накидом. То есть накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 3 петельки вместе. Оп. Далее 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, то есть мы как бы увеличиваем, в горку идем, теперь уменьшаем. Далее полустолбик с накидом. 3 петельки вместе провязываем. Оп, ниточку, получается, петельку потянули. Опять направляемся к началу. Вот наша, где была воздушная петелька. Ныряем в эту петельку и захватываем петельку, которую только что мы потянули. И левую петельку, да, провязываем через правую. Так вот, аккуратненько. Оп, потянули. Вот опять такая шишечка. Опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Переключаемся в следующую арочку. Угу. Опять сделали столбик без накида и воздушную петельку. Далее полустолбик с накидом. 3 петельки вместе провязали. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Опять накид. Нырнули, вытянули ниточку, полустолбик. 3 вместе провязали. Подтянули петельку. Возвращаемся к первой петельке нашей воздушной. Захватываем петельку, которую вытянули, и ее протягиваем через первую. Оп, все, вот такая вот шишечка. И так далее. 1, 2, 3, 4. Вы идете по кругу, да, полностью по всем арочкам. А как только вы сделаете все вот такие вот шишечки, смотрите, фокус-покус, разворачиваем наше вязание, да, и вот нашу каждую шишечку, оп, да, смотрите, какая красота получится. Какой лепесточек. Оп, в арочку вытянули. Оп, в арочку вытянули. Ну не прелесть? Все, давайте вот так вот по кругу, да, пройдемся до конца ряда. И здесь я вас встречаю. Получится очень-очень красиво. Так, ну что, смотрите, вот такая вот красота получается. Красота объемная, видите? Все очень аккуратненько. Смотрим изнаночка. Искусство прятать кончики — это тоже мастерство, правильно? Вот, то есть, видите, ни одной ниточки, ни одного кончика нет. Лицевая сторона. Вы можете использовать любые цвета, какие хотите, любую пряжу, которую вы захотите, да. Вы можете, естественно, делать диаметр любой, какой захотите, верно? Могут быть у вас остаточки пряжи, полиэфирный, полипропиленовый шнур. Может быть, это будет декор сумочки, может быть, это будет коврик. То есть на ваше усмотрение. Смотрите, вы принцип узорчика поняли, а дальше вы уже непосредственно сами большие дизайнеры. Итак, давайте замерим. Вот, например, для маленькой кружечки, допустим, если будет подставочка для кружечки, да, видите, 12 с хвостиком сантиметров. Сколько же получилась у нас вот такая вот подставочка? Ну, допустим, размер блюдечка, да, например. Вот, получается 15 сантиметров. Идем далее. Вот такая вот, да, блюдечко побольше, может быть, это вазочка. Получается, ну, ближе к 17 сантиметрам. Так, смотрите, в зависимости от диаметра вы можете, естественно, придумать, для чего будет служить вам эта подставочка. И ведь не обязательно должна быть для посуды, да, она может подставочка для чего? Может быть, для стаканчика, например, с канцелярией, да, ручки, карандашики и так далее. Это может быть подставочка для вазочек, может быть, каких-то интересных копилочек и так далее. Ну, идей море, да? Вы дополнительно набрасываете в комментариях, что можно, конечно, куда можно использовать данный узорчик. И получается, если вы провязали, например, полиэфирным, полипропиленовым, да, постелили, это может быть сидушка, это может быть коврик, повторюсь, да, то есть идей море. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, впереди много нового интересного. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новинки. И встретимся в новых видео. Всем ровных петелек.
Пока-пока.